Всем привет! Начинаем стрим, день 23. Итак, мы там руны делали, руны, картонки и прочее. Продолжим это делать, но у меня появилась идея по поводу саундов. Я хотел сделать из них что-нибудь общенькое, такое общее. Но, так, секунду, сейчас... Короче, что я придумал? Я придумал Data Asset. И у нас есть датасет, и мы только в нем храним все звуки. То есть у нас все, что мы используем по игре, у нас там хранится. Если нам надо что-то, звук какой-то, кто-то использует какой-то актор, мы вот этот вот датасет туда засовываем и используем его. Можно также там будет вот это вот разделить на DTT subclassов, то есть чтобы мы указывали именно какой-то один, хотя там, мы указатель именно будем указатель обычный просто делать. Вот. Мы там храним все звуки, все это хранится в софте, Soft Object Reference. Мы вызываем метод типа play sound какой-нибудь. И туда передаем, самое интересное, что свой же объект из себя же, из этого же датасета доставшийся, потому что он в софте, и нам надо, его загрузить будет, поэтому мы не можем просто достать из датасета вот этот саунд и загрузить его, сразу внутри там сделать play sound, поэтому мы будем это делать в датасете. А с учетом того, что у нас... он в софте, нам постоянно загрузку делать не очень хорошая история. Поэтому мы его так вот отправим туда-сюда, и, в общем, будет хорошо. Окей, я хочу создать вначале этот датас. Давайте это осуществим и вернемся к рунам. Пойдем к рунам все это делать. Просто пока помню, надо этим заняться. Primary Data Asset. Значит, sound master D sounds звук мастер, звуки мастер, sound master D. Так, data asset, выбор сюда. Ну и у него тупо пачка полей. Конечно, единственный минус это то, что их будет очень много. Но с другой стороны, если мы идем... это не должно быть проблемой, в общем. Вот что хочу сказать. Не должно быть проблемой, это такая вот неприятность. Но мы ее переживем, да? Здесь я... ну да. Точно. Забыл. Soundmaster D есть. SBD/SBD. Да, в принципе, мы их сейчас вот так вот сделаем. Оп. Сюда оп. Soundmaster.
SMD, spawn tower sound, upgrade sound success, upgrade tower sound. Потому что апгрейд другого еще может быть, апгрейд tower. Тогда давайте переделаем. Все будет tower, spawn, tower spawn, spawn. А с учетом, что это, тогда вот это не имеет смысла. Sound не имеет смысла. Tower upgrade. Tower upgrade success. Tower upgrade fail. Tower upgrade fail. Потом я еще хочу... Wave Start. Я звук там сделал Wave Start. И вот такие вот у нас есть поля. Их там будет много. Потом Void Play Sound. Play Sound. И принимает он в себя Sound Base. Sound Base. Sound. Потом, помимо этого, F-вектор. Вектор локатион. Единственное, что const. Мы его перегрузим. Он будет пока пустой. Вот как только нам понадобится в локации что-то проиграть какой-то звук, вот тогда и мы вернемся к нему. Да. Так, потом еще разочек. TowerPoint. Что-то у нас Keysmet Gameplay Statics. Вот этот. Сюда U Gameplay Statics. Gameplay Statics. Play Sound. Play Sound. World Context Object. Прам-пам-пам. World Context Object. U-Object. Значит, и здесь надо принимать это World Context Object. Типа const. U-Object. U-Object. World Context Object. Вот такая вот штучка. По той причине, что нам это понадобится. Вот по этой простой причине. Передаем этот, передаем sound. Все, есть контакт. То есть он берет и вызывает его. Но я маленькую вещь забыл. У нас Sound Base, вот этот, он должен быть немножко не в таком виде. Он должен быть T-Soft Object Pointer. Ну, подсказку мне можно. T-Soft Object Pointer. Вот таким вот образом. T-Soft Object Pointer. И понеслась. Прежде чем Play Sound 2D вот этот, должно произойти некоторая вещь. Мы должны спросить одну вещь. Asset Manager. Мы же должны сейчас в шпаргалку свою подсматриваю. U Asset Manager. По-моему, его у нас нет. U Asset Manager. Нет, U Asset Manager есть.
Нету. А ну-ка. Your engine include... Оно можно отсюда скопировать сразу. Asset manager. You asset manager. Manager gets removable manager. Ну да, вот так вот. Потом... Вот синхронаус. Или async. Async load. Request async load. Request async load. Вот. Точка request. Request async load. И вот сюда мы передаем... не, вот это мне не нравится. Вот это мне нравится. Pass container type. То есть... да, кстати... Входящий параметр это тоже должен быть этим. Понимаете, да? Понимаем. Понимаем, принимаем. Так, значит, он передает sound. Sound.toSoftObjectPass. А вот следующим он принимает в себя функцию. То есть сразу можно делать лямбду. Мы передаем this. Мы передаем туда World Context Object. World Context Object. И передаем туда sound. Sound. Потом делаем раз, делаем два. Здесь, естественно, вот таким вот образом. Больше он в себя ничего не принимает. Также по нашей схеме нам надо сделать проверку if sound. Sound.get. А тут еще из valid есть. True if get would return a valid non-null pointer. This pointer is object. А ну-ка, и что ты делаешь? Что у тебя происходит? Так это же та же самая проверка на null pointer get. То есть можно просто get делать. Sound get, как я и делал, в принципе. Get. Если он не загружен, то тогда мы начинаем загрузку. Он отправляется. Здесь делаем return. Return. Здесь в конце мы запускаем этот же метод и передаем World Context Object по окончанию и передаем sound. Вот тут, конечно, вопрос if this. Странный такой вопрос. Не совсем так. Мы же сейчас в этом... Мы сейчас не в том потоке. Мы сейчас в загрузочном потоке. Нам надо вернуться обратно. А как мы сделаем это, чтобы вернуться обратно? Я не помню. Async. Ага. Task graph event rate. Async. Что такое async? У нас есть async. Sync. Async. Async execution. Execution task graph thread. Это что-то новенькое. Task graph main thread. Async. То есть можно было так.
есть у нас есть вот этот вот task graph main threads, existing task graph or the main thread in task graph, not running task is sexy. So other way, not this code running. То есть вот это, ну, это мне ГПТ. Но, по-моему, я там по-другому использовал, как там. Вот эту часть, что ты еще принимаешь в себя? Ну да, логично. This. Ну, в принципе, это то же самое, что и здесь. То же самое, что и здесь. Только извольте находиться здесь. Вот такая вот вещь. Ну-ка, я у ГПТ переспрошу. И надо ему нормально описать, что он сейчас начнет тупить. Так. Часть код внутри лямбды гарантированно выполняется в геймтрек. Главный поток движка. Используя движок Сима Геода, которая встроена в Vue. Это правильный способ вернуться в поток после фоновой работы. Обычно делаю так в рабочем потоке. Ну, это понятно все. Trade pool. В рабочем потоке грузишь шасси, ты выполняешь тяжело, когда нужно обновить мир. Создай актор, запусти звук. То есть можно все через async выполнять. Trade pool. Подожди, что-то это самое. Без вот этих вот лишних есть через async можно trade pool сделать. Ну ладно, мы пока так сделаем. Так попроще, там запись длиннее была предыдущая. Там надо было что-то получать из него. Длиннее там Янам, по-моему, был. Не помню. Ну, в общем, какая у вас суть? У нас есть наш основной, точнее, вызывается метод, залетает какой-то из вот этих вот частей сюда. Мы проверяем, есть ли он в памяти. Если его нету, то мы как бы начинаем его грузить не в нашем потоке, а в этом потоке все идет return. Он дальше не выполняет метод. Он его загрузил. После того, как он его загрузил, он открывает вот эту часть, то есть возвращает его в поток. В наш игровой. И на следующий тик в нашем игровом потоке уже у нас выполнится вот эта часть, которая опять залетает сюда, проверяет, у нас загружен он или нет. Если он загружен, то у нас проиграется звук. Все как бы легко и просто. Вот. Такие вот дела. Теперь то же самая история и здесь. В принципе, но за маленьким исключением, потому что это будет play sound at location. Play sound at location. И вот здесь он же хочет где-то location получить сразу в конце. Location сюда, location сюда. Location сюда. Location сюда. Все, есть контакт. Есть контакт. Нажмем сейчас F7. Смотрим, чем это закончится.
Ну да. Ну да. Вот наш таверпоинт. У нас тут пропали поля. Надо создать поле. Поле, которое будет с этими данными SoundMaster DA. SoundMaster DA. Вот так, оп. Так, edit anyway, blueprint read only, категория да. И это будет SoundMaster. Так, здесь мы вот образом шлеп. И сюда его шлеп. Уф. Вот они, датасы. Что-то я потерял их include. Data. Assets. Sound. SoundMaster DA. Так, есть. Play Sound Fail. Это в случае этого. И вот тут начинается приколюшка, потому что, во-первых, у нас добавляется дополнительная проверочка. Дополнительная проверочка добавляется. Я думаю, мы сделаем чекпоинтер. Сразу понимать, что беда. То есть он должен вернуться, хлопнуть эту часть и как бы не проиграть эту. А дальше мы из него вызываем play sound. Потом из него достаем тавер upgrade fail. Вот. Но первым же делом нужно передать this. То есть контекст мира. Вот. Так, вот is with... play sound. Подожди, play sound. Мне здесь не нужен вот этот метод. Вот, такая вот история будет происходить. То есть мы из как бы него достаем его, передаем, запускаем метод. И вот это вот все, это, конечно, некрасивая очень история, но а что поделаешь? Поделаешь. И так как мы еще можем вот так вот сделать, становится еще интереснее и еще прекраснее. Так, где у нас здесь вот еще одна часть? Коль он и здесь происходит, я тогда бы проверку засунул бы сюда. С другой стороны, наверное, я оставлю ее здесь. Так, spawn tower sound. Только у нас он по-другому называется. Tower. Tower spawn. Так, upgrade fail. Tower upgrade. Tower upgrade fail. А вот здесь вот fail, а здесь success. Сюда вставляется fail. Сразу не удаляю, неизвестно. Tower upgrade fail, вот здесь success. Success. И все, и жизнь прекрасна. И все это загрузит, и все это потом, когда ему надо выгрузить самостоятельно, вся история. Здорово, здорово. Ну, понятно, почему она у нас через этот идет, через софт, потому что все вместе, если мы будем хранить, ну, это беда будет. Нас беда не устраивает. Так, еще что-то я хотел. Я хотел спаун. Вот спаун идет, да? Тайвер спаун, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Подожди, play sound. Дай подумать. Мы запускали play sound вот этот, который на клиенте. Надо ли нам здесь делать ufunction, ufunction, клиент unreliable на самом деле. Пусть, ну, нам саунд не так важен, если он его потеряет на самом деле. То есть нам, в принципе-то, плевать. Ну, потерял саунд, ну, думаешь, не столь важная история. Так, вот он, саундмастер. Имплементацион, имплементацион. Ох, как тяжело. Только не говори, что нельзя его конфликт with function script sound master play sound. Его нельзя перегрузить, да? Успех. Тавер sound master. Где еще больше ограничений, богу ограничений. Ну да, ты же теперь не play sound. Вот. Так, где ошибка? Play sound implementation. То есть ему не нравится так, да, в этом, когда он play sound implementation cause бла-бла-бла overloaded member function not found in sound master day. Чё? Блин. Хотя, с другой стороны, у нас, по идее, подожди. А у нас же, по идее, он и так существует, это только здесь. То есть он вызовется по-любому в этом. Нам это не надо. Жди, верни все на место. Верните все на место, все как было. Мы сейчас протестим. Нам, по-моему, и не надо будет этот... Так должен работать. Даталас это и так существует только локально. Блин, я в спавне не указал. Я хотел в спавне указать. Подожди, а тавер спавн, по-моему. И Wave Start еще туда же его. Вот такие вот звуки я создал. Типа постройки башни и тавер спаун. Ой, подожди. Wave Start. Вот. Мы их немножко сейчас под это самое. Должно быть хорошо. Где тут есть чуть-чуть. Тайвер Point. О, датаст надо создать.
Подожди, фолдер мне не нужен. Где? А вот это типа нормальное им одинаковое название. Soundmaster D, или я просто глупенький, чуть не понимаю, что это ненормально. Soundmaster D. Так, открываем. И вот у нас здесь список. Это спаун. Тайвер спаун. Это оно? Нет, это не оно. Вот оно. Вот оно, только там теперь новый должен быть тайвер. Блин, я не хочу все это закрывать. Ладно, этот мне уже не понадобится. По саунду так у меня были открыты. Здрасте. Build Tower. Build Tower. Хочу пока что Build Tower. Вот это. Как обосрался, да? Вот. Не, все, мне это не нравится звук. Будет тот Tower Spawn. Memory Reference. Вообще пофигу, удаляю его. Все, мне не нравится этот звук. Tower Spawn. Пойдет. Upgrade Success. Tower. Upgrade Success. Tower. Tower Upgrade Fail. И Wave Start. Вот Wave Start нужно создать. MS Wave Start. Плюсом, если мы захотим что-то поменять, нам это в одном месте надо поменять, и не надо бегать по этим самым. Предположим, есть какой-то звук, который у нас юзает там 3 актора каких-нибудь, да, у них общих родителей нет никаких, то есть у них только общий это вот этот звук. Мы же не будем только из-за того, что звук создавать один. Ну ладно. Ну хорошо, мы не можем создать тогда у компонента и у этого общего актора дать. Что-нибудь общее. Короче, в общем, в одном месте. Это круто. Tower. Не, Wave Start. Wave Start. MS Wave Start. Но он пока пустой. Надо его создать. Wave Start. Вздрочка идет, но мы эту вздрочку потом подправим. Так, все, есть. Теперь вопрос, работает ли все это дело. Давай на этом. Уже что-то отвалилось. Тавер апгрейд, лайн 217. Тавер апгрейд, лайн 154. Coins 0. Почему coins 0? Прикольно, все нафиг отвалилось. 154 лайн, тавер апгрейд. Лайн 154. О, прикольно, все отвалилось. Прикольно. Я люблю такое. Так, 154. Это, конечно, это да, это уровень. Если у нас не указан здесь этот, то он все ломает. Прикольно. Так. Есть контакт.
Есть контакт. Нет контакта. Так, на все остальное есть контакт. А почему на установку не было контакта? Потому что Tower Upgrade у нас выполняется локально, а вот Tower Spawn у нас выполняется как раз-таки не локально. То есть это та самая история, которая и была. В общем, проблема. Надо думать. Давайте. Он и этого не выдаст. То есть, если у него нет средств, он не выдаст звук и на фейл, и на постройку. То есть, вот 2. На фейл он тоже не выдает. А на этот выдает, потому что это на клиенте выполняется. Хорошо. Нас это не устраивает. Нам надо, чтобы все это на клиенте выполнялось. Значит, все же порнографией страдать. То есть Tower Point у нас остался Play Sound. Вот он. Только, пожалуйста, TSAP классов тогда. Soft Object. Pointer, а не TSAP класс. Вот, ты его принимаешь. Мы вызываем свой Play Sound. Свой Play Sound с вот этим вот. Если мы сюда передадим, беда будет. Такую вот часть. А в Play Sound Implementation мы должны отсюда вызвать Play Sound. Так, кстати. This is sound. Блин, такая порнография мне не нравится. Угу. Логично, потому что он к серверу обращается, там, скорее всего, 0 поинтер он ловит. И поэтому там ничего не происходит. Либо на передаче там ломается. Но... это логично. Ставер спавн. Ставер спавн. Здесь та же самая история продолжается. А, он и так апгрейд PL есть. И сюда. Success. И также я хотел еще при этом сделать геймод. У нас есть main game. И вот он wave start идет. И в тот же геймод нам нужно сделать точно такой же показатель. Геймод. Здорово. Здорово. Тоже protected пойдет. Ингем. Саундмастер. Вот во сне я тебя видел, а ты не стримил. Обязательно надо было проснуться, чтобы ты за работу взялся. Да. Я тебе приснился, получается? Или как?
Ага, я тебе показывал, как умею планировать без снаряжения. Как? Вот только ты опять был чем-то недоволен. Опять я чем-то не даю. Вечно чем-то недовольный. Смотри на него. Опять я был был чем-то недоволен, говорит. Так. Сюда. Что дела? Я просто сделал разбег с крыши и летел как белка-летяга. Прикольно, что от таких мувов я не проснулся. Дендракл летяга, получается, да, был? Вот. Ну тут же та же самая история может быть, хотя мы вроде запускаем его через этот клиенте. Ну да ладно. Ну давайте посмотрим, чем это закончится сейчас. Загрузим. Надо указать. Эмоди. Не понял. Имплементатион. Что мне нравится? Аж было имплементатион. Что мне нравится? А ну подожди, поясни. КПТ, поясни мне за это. Ему не нравится, что именно T-Soft Object Pointer, да? Так мы сейчас там переделаем. В общем, это довольно типично для N. Функция сообщения от Ever означает, что ты объявил метод в header, но не реализовал, все CPP не совпадает по сигнатуре. В смысле? Сейчас дам в ухо. В смысле? T-Soft Object Pointer, вот он. Play Sound клиент. Ему надо вот этот implementation. Все. Ты объявил метод eFunction SRLay или Blueprint Native. В этом случае и автоматически генерирует implementation функцию. Ее сигнатура должна совпадать строго. Например, PlaySound Implementation. Имя и параметры должны совпадать один в один. Да ладно, не может быть. Стоим на асфальте, я в лыжи работаю. То ли лыжи не едут, то ли я молодец. Неужели ошибка здесь где-то? Да нет, они вот все одинаковые. За приколы. Play sound. Объявил конст. Не, никаких конст не объявлял. Забыл eFunction. Не, eFunction не забыл, что если у тебя blueprint в хедере пишет так. Давай сделаем иначе. Давай я сделаю вот так вот. Сделаю вот так вот. И переделаем еще разок. Тут все просто. Когда ты используешь функцию клиент трейдера, автоматически требует, чтобы функция была скрыта пара с макросом. Вот implementation реализация. Ошибка у тебя из-за того, что T-Soft уже нельзя напрямую использовать в RPC, сервер клиент.
Ему софт не нравится. Почему? Только net сериала типа int float, vector, object of name и структуры примечаний и struct blueprint type и сериализующий net serialize. Soft object не сериализуется через сеть. Движок просто не находит правильную пару implementation. Вот оно что, Михалыч. А если я сделаю иначе? Если я буду сюда передавать не вот эту часть. Soft Object Pass. Ну, Object Path. Не-не-не. Как он там называется? Мастер. Вот этот товарищ, он принимает в себя первым параметром fstream. Нет. Вот. Path Container Type. Подожди, не то. Вот, Path Container Type. Нет, Path Container Type. Path Container Type. А вот это что возвращает? fsoft Object Path. fsoft Object Path. Иди сюда. Если мы будем его принимать вот так вот, через fsoft Object Path, fsoft soft Object Path sound path sound path, мы примем fsoft Object Path. Тут я, конечно, уже в обход иду его. Давай вместо вот этого sound path. А здесь мы еще одну создадим. Sound path будет принимать. И sound. Path. Сюда передать. Ну тут есть нюанс. Что мы сделаем из него? Что мы можем достать из него? ToString is valid. Check is could possibly refer a real object or was invalid or to not is valid. Мы должны проверять его. Что ты тут делаешь? Path is valid. Give. Package name is none. Окей. А если я захочу из него получить самас, то что мне делать? Try load. Try load. Attempt load. UObject возвращает. А этот возвращает же soundbase. То есть он не знает, что там. Буквально надо будет сделать try load. Я надеюсь, там можно 10 раз load контекст. Контекст, то есть вот так вот. Смущает этот try load. Чё, не надо все выделять. Sound.
Вот так вот это все получается. Не очень-то красиво, но что поделаешь. Поэтому тут это все и спрятано, что важно, что там красиво, некрасиво. И он принимает саундпасс вот этот. Да. Play sound, он принимает саундпасс. Соответственно, вот здесь это soft object pass. Какая некрасивая история. Но это если мы с сервера на клиент хотим, тогда нам надо эта штука. Здесь тоже to soft object path. В этом было дело. Подожди, если в этом было дело, то есть он не принимает вот эту часть, тогда, соответственно, мы можем сейчас и вот от этого избавиться. Здесь вот сделать вот этого товарища, сделать uFunction, uFunction, клиент unreliable. Не, подожди, вот так можно. Вот. Имплементацион. Имплементацион. Вот, этому уже полегчало. Хорошо. Если он вызывает его на клиенте, соответственно, в остальных местах нам не надо его вызывать на клиенте. То есть мы можем сразу из него же вызвав play sound. Таким вот образом передать this. Все. Вот я работаю с плагином, используя SoftPass, но даже после загрузки ассета скелета, его массив сокетов какого-то офига пуст, хотя в редакторе они есть. Вот я работаю с плагином, использую SoftPass, но даже после... А как ты понял, что у него они пустые, но в редакторе они есть? Сокеты именно. Типа, ну, логи там выводишь по количеству сокетов или как? Так, проверка нам все равно нужна. Через breakpoint. Может, breakpoint тебе врет? Думаешь? Так, а вот этот play sound в помойку нам он не нужен. Все, уходи. Просто массив сокетов выдает empty. Может, ты не к тому объекту обращаешься? Тогда почему не происходит их переименование? Может, ты не к тому объекту просто обращаешься, Ну, я не знаю, типа, в чем прикол, так чисто предполагаю на рандоме. Имя объекта в брейкпоинте соответствует. Соответствует. Ну, блин, не знаю, чем помочь. Тяжело, это очень тяжело. Не сталкивался, короче, не знаю, что надо ковырять.
Видите, со своими приколами вот эта штучка все получилась, но узнали, что вот этот не хочет передавать на сервер. Что-то новенькое узнали. Ну, это хорошо. По поводу еще одного момента, я думаю... Опять Тим Сусини наговнокодил. Мне придется писать скрипт для блендера, чтобы адекватно запихнуть сокеты в FBV файл. Да, вот это по-любому, это он все. Это он тебе все сломал, испортил. Ретурн. Нам надо, что нам надо? Нам надо еще одну мелочь тут сделать. Я думаю, Play Sound клиент. То есть это как бы описание того, что это именно клиент. Чтобы понимать, клиент. Остальные тоже на клиенте именно, но тут я хочу сделать акцент на этом, потому что я хочу, короче, клиент. Соответственно, здесь тоже надо его везде переименовать. Play Sound клиент. Да. Вот такая вот история у нас. Такая вот у нас замечательная история. Че, F7. Смотрим на ошибки. Play Sound. Клиент. Да, я твою душу шептал. Так, ошибок больше нет. Это успех. Ну вот это я понимаю, вот это вот не то, что вчера. Раз-два и совсем справились. Вот оно. Час потратили. Вот это вот. Это оно, и то еще не закончено. Не факт, что сейчас финал будет. Давай. И ничего не работает. Так, ну, спам не работал, не сработал. Почему? Потому что надо было ставить этот, он, скорее всего, 0 поинтер. 0 поинтер. Плюс также в геймоде. Что за импорт? Не надо мне импорт. А вообще я только недавно понял, что Unreal адекватно импортирует empty-объекты в качестве сокетов. И это мне понадобится для адекватного расчета коллизий у оружий. Empty-объекты — это как empty-объекты? Это как? И для автоматического составления физикассетов узкителов чарактеров. Layer. Game mode. Sound. Мы добавим. А теперь я хочу понять, почему он его не заюзал. Тайвер спавн. Я хочу сюда. Это в блендере такие штуки. Они содержат чисто трансформа CI. Это как? Просто точки в пространстве. Все, набор точек в пространстве чисто и все. Так, player sound. В 10 делаем. Вот, он его запускает. F11. F11. Play sound клиент. Вот он делает бла-бла-бла-бла-бла-бла. 11. Все как бы.
Подожди, а почему он построил, если было только что минус 5-0? Это как? Ауф. 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 В смысле? Мы же улучшили. Подожди. Вот, мы построили. У нас 5 золотых. Мы построили. У нас 0 золотых. Больше мы не Очень можем важный строить. набор точек. Я с ними экспериментировал, закидывая модель оружия обратно в DS1. Я менял длину его коллизии. А, теперь сюда зашел. Фестивальный набор точек есть немного. А, ну это хорошо, есть. Полезно и работает. Так, а теперь вот он зашел, то есть у него тоже есть вот эта вот история, и вот он пошел с ней играться. Ну, хорошо. Но он не делает фейл. Все, не проигрывает фейл, а также у нас и у второго. Все, у первого. Не, у первого все отлично. Помнишь, как в DS1 в самом начале ты выбираешься из камеры и видишь справа ходячего толстого демона? Димона, ну да, есть такой Димон. Я увеличил длину так, что мог его дамажить. Вот это ты мощный. Так, у меня вопрос, почему вот этот Хэскоинс дал информацию о том, что можно потратить, то есть он пропустил вот эту всю историю. Мне очень интересно, каким образом он ее пропустил. То есть вот мы построили башню, мы ее улучшили. Теперь я хочу брейкпоинт. Так, нет, нет, вот этот. И я строю новую башню. Но делал я это чисто, чтобы понять, какие пустышки за что отвечают. Player Data Coins. Coins 5. Player Data Coins тоже 5. С какого лешего они 5? А? Почему не 5? Не, он понятно, что для теста делал. Почему они 5? Блин, еще с саундами. С этими саундами, с этим что-то намудрили. Так, Unreliable. А если Reliable поставить? Обязательно. Дошел все-таки. Так, здесь мы continue сделаем. Ignore. Все это закроем. Все это от live кодим. Прикинь, будет работать. Я вообще обалдею. Типа Unreliable вообще. Типа не работаем. Не хочу работать. Так, ну continue. Звука не было ничего. Мне все равно не очень понятно, почему здесь у него в бабле есть бабло. О, этот моментик мне понять еще. Давай еще разок. Что там звук просто испарился. Не, звука нет. Релиабля, не релиабля. Это немножко не так. Это немножко, да. То есть в Data Asset так не будет работать. Как интересно. Как интересно. Все это интересно. Давай затестим сейчас вот эту часть. Почему я сразу одну секунду не поставил? Нравится ждать.
И этот звук не работает. Так, сегодня со звуками играемся, значит. Это прикольно. Сам себе геморрой придумал. Его сделать так, чтобы вообще было хорошо. Просто как хранилище его можно, конечно, это самое делать. Но это постоянно, вот единственное, мне не нравится, что вот этот soft object pointer, его же нужно постоянно получать. А, кстати, а если мы сделаем в нем fsoft object pass, что он будет, что это такое вообще будет? Просто текст примет или что он примет в себя? Или мы сможем что-то выбрать? Что это будет? Ну-ка. Если мы сможем его выбрать, может быть, нам это ничего не даст. Defended copy sound master решение. Waystar. Звонит. А где просер бабла-то произошел? Тайвер payment, вот он. Вызов идет. Кост передали. Надо посмотреть, что там происходит. Подожди, я же не это хотел проверять. Soundmaster. То есть тут буквально все объекты, вообще все, что есть. То есть мы можем взять MS, Wave, Start. То есть мы можем уже хранить именно в soft object pointer. Не pointer, а soft вот этот. Чтобы передавать. Сразу в нем хранить. Вот это уже ближе к истине. Чтобы от этой порнографии не страдать, сразу в нем делать. Хорошо. А что, если он вообще его не это самое? Вот как раз таки вот тут вот ошибка какая-то. А ну давай сюда. Сюда. Хотя тот-то вызывает. Понимаешь, в чем прикол? Game sound, бла-бла-бла, бла-бла-бла, F10. То есть он есть уже, есть. То есть sound не 0 pointer. Все у нас окей. Если хочешь, чтобы в редакторе pointer мог содержать объекты определенных классов, можно ограничить через aproperty, meta, allowed classes. Или как-то так. Что значит определенных классов? Это типа, что сюда не Soundbase залетел. Ну, точнее, чтобы сюда только Soundbase какие-нибудь залетали. В этом плане. Я понял. Давай попробуем, чисто интересно, что такое мета. Точнее, мета, это понятно. Вот. Сейчас довольно. Мета. Как там? Allow classes. Серьезно, и через этот... Ой, блин, sound. Base. Ну, допустим, предположим, хорошо сделал.
Мне вот интересно, почему он звук сам не проигрывает. У этого. То есть у того-то он его проигрывает, а у этого он его не Вроде, проигрывает. Ю надо убрать. Вроде ее надо. Ну давай сейчас просто посмотрим. Что-то это. Сейчас мы посмотрим, надо, не надо. Сегодня день мелких знаний, скажем так. Ну да, ничего не изменилось. Давай ее убирать. Или лайфкодинг не захочет это делать, применять. Перезапускаться. А, вот, да, захочет. Ну, красивая штука, да. Вот это вот подходит, да. Четко, грамотно. Благодарствую. Вот это полезная история. Лишнее сюда не засовывать. А чё ты перестал бояться лифкодинга? Потому что я перестал стримить на миллион площадок. И плюс, потому что у меня комп чуть-чуть помощнее стал. Ну, раньше не лайфкодинг, он мне все схлопывал. Ну, был шанс, где-то процентов 20, что он мне все схлопнет. Особенно, чем 20 это перебор. Не так было. Не. Чем, короче, вот ты открыл Unreal, если ты делаешь первый лайфкодинг, с вероятностью почти в 100% ничего не будет. Но потом, если ты не перезапускал, еще раз сделал, то шанс на этот увеличивается, на отвал. И так далее. Боярином получается. Да. И так как много трансляций, комп там был на пределе, там проц, наверное, помирал. И когда сверху еще лайфкодинг наваливался, они там чем-то конфликтовали, и он мне OBS закрывал, тик-так, и все проги, короче, он все мне схлопывал нахер. И оставался только Unreal. Поэтому я его боялся. А сейчас, во-первых, он стал помощнее, а во-вторых, я многие вещи просто уже не использую. Нагрузка стала меньше, а процессор стал мощнее. Поэтому такая вот история. Но я все равно его не очень люблю, мне как-то спокойнее перезапустить. Но это еще, наверное, отголоски этого. Старый комп же не отдал. Теперь она будет мучиться с лифкодингом. Ну да, но это ее теперь рабочий. Она иногда с дома работает, поэтому это ее рабочий комп теперь. Вот. Но у нее просто чуть-чуть там, чуть-чуть получше, чем мой, который был. Поэтому не было смысла его менять. А там, в принципе, нечего передавать. Типа больше оперативы будет, но ей 32 и так хватает. Для этих оперативов она... Ну, мы не стали, короче, переставлять. Комп ушел на рабочую только и все. Видеокарту мы взяли старую, 1650. Еще 900, по-моему, где-то лежит. 900 какая-то. Еще можно один комп собрать. Ну, вообще, можно. Там старый процессор есть. Какой-то там Intel. Короче, все есть. Там блока питания нет в самой коробке, по-моему. Так, там DDR3, по-моему. Что-то, короче, что-то типа такого. Ну, в общем, старенькие супер есть старенькие детали. Туда можно 900-ю карточку вставить. Блок питания, если где-то найти. И будет еще 4-й комп. 4 компа. Вот так вот, да. Так. Значит, что с этим делать? А вот я понял, что 32 гигабайта маловато, чтобы одновременно блендер с Unreal держать. Ну, это да. Это маловато. Чтоб две этих самых... да. Мне вот видеопамяти не хватает. 8 гигов это прям мучение. 2 проекта одновременно открыть у Unreal, если проекты... Отрой свой комп-клуб, к тебе будут приходить дотеры и платить 100 рублей час. Да. Дотер. Самая та аудитория, с которой я хочу взаимодействовать. Да. Что я говорил? Баню, короче, не помню, что я говорил. Upgrade success, upgrade fail.
Блин, а что мне даст то, что я его сейчас переведу на этот, на вот это все переведу. Дальше что? Ну, переведу я его, и что? Ну, переведу я его, и чё? Это же не изменит того, что он нифига не хочет работать, мразь. А что такое T-Soft Object Pointer? Ну, в плане того, что, допустим, Tiver Spawn я могу сделать как-то вот так. Оу. Оу. А я могу так сделать. А знаете что? Я так могу сделать. А я так могу сделать. А что мне это даст? Что мне это даст? Это лишний каст мне уберет, разве что. То есть буквально я что делаю? Я объявляю вот эту часть soft sound. Что за плюсик? Soft sound equal sound. Я полагаю, что softpass содержит только путь, а softpointer и поинтер на объект, чтобы можно было сразу получать объект через get. Я определяю, что softpass содержит только путь, а softpointer и поинтер на объект, чтобы можно было ползать. Ну, это понятно, что он на объект содержит. Подожди, а так вот он не хочет, смотри. То есть там он захотел, здесь он не захотел. ToString, tryLoad, setPass, resolve object, get long package name, to find a currency loaded object clear. Чё, геттеры. Get asset pass string, get long package, get sub. А soft, если мы сделаем soft, fsoft object pass. Деструктор. Или что это такое? Tryload, setPass. Да, так он не хочет. Я просто что думал, схитрить просто при этот и этот. И вообще, чтобы было хорошо. Он так не хочет. Или подожди, а если сделать так вот. Типа шлеп. Шляп, а потом soft sound equal sound path. Вот так вот он хочет. Потому что там определили вот это присвоение. Поняли? Ну, вот эту часть можно-то оставить, в принципе-то. Тогда ее можно и здесь присвоить, и сразу понеслась. И вот тут вопрос, уважаемые знатоки, что быстрее будет? .get. Что быстрее будет? И будет ли это вообще работать? Создать T-Soft Object Pointer. Инициализировать его. Засунуть в него этот самый MoveTemp тут вызывается, смотри. Но что-то, мне кажется, каз будет быстрее.
Мне кажется, оказывают быстрее, чем вот эта вот часть. Что нам надо еще инициализировать ее. То есть там же инициализация происходит в этот момент. Да ладно. Просто саунд. О, какой ужас. Soft Object Pass. Какой ужас. Ну, с точки зрения управления, нам вообще плевать. С точки зрения управления извне. Проблема в том, что звук сам не работает. Он на клиенте не работает. Ну, минус один лишний метод. Вот этот. Ну, либо вот этот. Какой-то из них. Потому что они все должны быть на клиенте использованы. По-хорошему. В принципе, да. В принципе, да. В принципе, да. Вот так. И вот так. Так, вот делаем. Soundbase. Респаун и прочее, да. Это пока закроем. Client unreliable. Play sound. Просто оставляем его. Здесь тоже делаем play sound unreliable. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. Вот это вот мы удаляем. Так. Ctrl-C сюда, Ctrl-V, sound. Sound path is valid. Is valid. Sound. Тут не надо, тут просто sound pass. Sound pass. Есть. Здесь просто sound, play sound. Но это нам не надо. Так, ну минус метод это уже плюс, но мне это ничем не помогает, потому что он не очень... Ну да. Ну да. Ну давай тебя передвинем сюда. Play sound at location. Акатион. Play sound at location. Вот это вот мы сюда. Здесь мы тебя еще уберем. Там мы тебя поставим. Это скопируем сюда. Все есть. Сохраним. Function script SBD sound, play sound. Conflict with play sound. Я уже поменял, успокойся, нет никакого конфликта. Все уже сделано. А вот этот клиент уже не нужен. Вот. Теперь у него нет этого. Но здесь все подваливалось. Потому что он хочет ту софт-пас. Ему не нужен ту софт-пас. Ему нужно просто передать теперь эту часть. И просто обычный play sound.
Тайвер спаун. Тут, в принципе, ничего не изменилось. Так, и гейммод. Гейммод тоже ничего не изменилось. 7. F5. Ну это приключение на 5 минут, которое сейчас идет вообще неплохо. Так. Да, это хорошо. Так, где у нас-то? Вот он, Tower Point. Здесь все хорошо. Сам этот он закрыл мне. Тоже великолепно. МС Tower Spawn. Tower Spawn. Tower. Tower Success. Tower. Tower Fail. И Wave Start. Так, есть. Теперь вот это вот уменьшить до 5. А я научился добавлять кнопки в контекстное меню контент-браузера. Это довольно просто. Это круто. Что, куда? Сейчас добавить кнопку в контекстное меню контент-браузера. Что такое контент-браузер? Что такое контекстное меню контент-браузера? Подожди, я что-то не понял. Так, ладно, с этим гейммодом мы потом разберемся, почему он не работает. Когда кликнул ЭКМ по ассету. По КМ, я сейчас добавлять кнопки. Вот в эту фигню. Прикольно. Сон, чего? Что это такое? Itself. Это сравнение вот это вот. Я вспомнил, это что добавили. И пишешь свою функцию, которая принимает массив выбранных ассетов. Блин, а я не знаю, что можно применить в свои кнопки. Добавить. Что можно сделать такого? Я даже не знаю, что можно такого сделать интересного и не очень. Ты меня сбил своими этими кнопками. Тестить. Еще разок. Звука нет. Звук есть. Звука нет, звук есть. Не уверен, что это можно сделать без создания плагина. Не, ну расковырять ты можешь, open source все дела, сам Unreal-то, то есть ты-то ковырнуть его можешь, только... Так, ладно, давай я вот так вот сделаю. Я к ГПТ пойду. Корень проблемы RPC и Function работает только в акторах и актор компонент, потому что у них сетевое например, отлично. Например, Datastask, как и любой ее объект, не может быть владельцем RPC, так как он не участвует в сетевой репликации, поэтому и Function Client. Datastask фактически никогда не будет вызван у клиента.
Он сработает только локально у сервера. Что делать правильно? Оставь датасы только как хранилище пути и ссылок на звуки. Client reliable. То есть моя идея в том, чтобы этот самый накрылось одним чудесным местом. Получается так. Получается так, все накрылось. То есть он не будет этого делать. И говорит, что есть только у акторов, компонентов. Вот эти client server net мультикасты. Primary, как и любой object, не может быть владельцем RPC. Ух, какая классная история. Компонент может быть создать тогда. Sound компонент и в нем держать. И в нем логика будет. Ну тогда в ней, блин, не-не-не, мне не нравится. Ладно, будем писать, значит, play sound вот этот самостоятельно, постоянно загружать его, проверять и прочее. Все, возвращаем все на место. Все, сворачиваемся. Ну и ладно, логично было, что он не захочет так. Можно было и догадаться, но мы же не про это, правильно? И soft object pointer. И soft object pointer you sound base. Вот это все скопировать, вот это все. Потом вот эта часть у нас в помоечку идет. Это меня сейчас расстроило, конечно. Только в акторе, примерно, как и любой, не может быть владельцем, так как он участвует в сетевой репле, поэтому дата фактически никогда не будет вызван у клиента, он сработает только локально у сервера. Tower point. Юфунактион. Клиент. Unreliable. Unreliable. Void. Play. Sound. Subclass base. Sound есть. Create. Он его создал где-то. Где он его создал? В помойке где-то засунул, блин. Я хочу вот здесь вот его видеть. Так. Потом логика вот эта вот вся у нас идет туда. Ну, сейчас видоизменяться, конечно, будет. Плюс вот эта часть тоже идет туда. За исключением того, что не надо делать геймплей статикс. Так, Asset Manager хорошо. Здесь sound. Sound.get. Sound.get. Здесь sound.toSoftObjectPass. Это нам не надо. Это нам только sound. Только sound. Только sound. Sound. Только sound. Play sound. Хорошо. Бла-бла-бла. Это нам не надо. Если я в локации захочу. А я перегружу метод. Мы два сделаем. Локацию будет принимать. И жизнь прекрасна. Такая вот судьба у него. Так, sound.get. Вот здесь вот this. Все. Есть контакт. Если есть контакт,
Значит, вот это удаляем. Все остальное остается. Ой, подожди, нет, здесь тоже удаляем, но здесь нам не нужно. Идем вниз. Удаляем, здесь удаляем. Удаляем, здесь удаляем. Удаляем, здесь удаляем. Здесь удаляем, удаляем. Так, здорово, здорово. Далее мы идем. Мы идем куда? Мы идем в Game Mode. И делаем что правильно? Да делаем то же самое. Раз. Diver Point. Ctrl-C. Game Mode. Private есть. А вот здесь сюда шлеп. Все это сохранить. Implementation. Опять она в помойке где-то. Я хочу, чтобы она была в начале. Вот здесь вот. После постлоги. После геттеров. Play sound. Это же оно все повторяется так некрасиво. Так все некрасиво. Так. Point. Угу. Есть. Ну и остальное тоже есть. F7. Смотрим, сейчас работает, нет? Нет, failed. Где failed? Так, вот этот failed. Ну и этот тоже failed. Это что, удалить сюда, да? Блин, он же не принимает... Я твою душу любил. Он же софт не хочет вот этот принимать. Я от тебя... Просто... Зачем я удалил? Какой ужас. Fsoft Object Pass. Object Path. Но мне же нравится туда-сюда все переписывать, переделывать. Это же весело, поэтому... Sound base. Конечно, не хватает. Надо и монитор больше всего. Что большой такой? Было бы счастье. Soft Object Pass. Так. Is valid. Подожди, можно было так же сделать. Sound pass сюда. Сюда, сюда, сюда. Base sound equal cast new sound base.
.tryload. Что значит tryload? Attempt to load the assets. This will call load object, which can be very slow. А если он уже загружен? Отойду на мин 20. Давай. А если он уже загружен? Будет. Так, чекпоинтер. Я хочу знать, на всякий случай. Sound. Есть. И сюда мы просто саунд передаем, и все, не морочим себе голову. Вот сюда та же самая история. Брать. Подожди. Мне вообще строка не нужна. Точка is valid. Все. 7. Есть контакт. 5. 5. Чё-то людей мало здесь. Ну, как бывает. Бывает. Нифига себе, мало, 5 человек, что будешь мало, дофига людей. Мало, говорит. Нифига себе. Датаст у нас остался таким же, он не это самое. А в геймоде здесь все осталось таким же. Хорошо, погнали проверять звуки. Ну, тут понятно. Есть контакт. Теперь давайте чинить вот это вот, то, что он берет бабусики не оттуда. Короче, саунды мы доделали. Вроде работают, все есть. А сюда вообще залетает хоть разочек? А ну-ка. Надо перезапустить. Чё-то людей много здесь. Да, людей много. Ну, так популярный стример. Ну, людей много не было. Да. Так. И звука не было. Теперь звук был. То есть из valid у нас никогда не возвращает это. Получается так, что ли? А, я в геймоде поставил. Молодец. Я молодец. Я молодец. Так, F10. Логично, потому что уже в памяти есть эта история. Это надо редактор запустить. Или анлоды тут есть какие-то. Можно анлод сделать? Тайр спаун. Типа анлод. Ладно. Знающим методом воспользуемся. Способом.
Так, давай, просто попади туда, и все, я буду доволен всем происходящим. И... Не, он сразу сюда улетает. Так, а что толку? Он в основном потоке начинает его грузить. Нет, так не подходит. Подожди. Давай ГПТ. Не, надо же ему объяснить, что это запас. Это ж этот... Он входящие параметры не поймет. Значит, сделано наоборот. Сейчас у тебя бла-бла-бла, грузишь ассет. Но из valid проверяет, есть ли вообще валидный... путь. Если путь валидный, ты сразу прыгаешь в return, даже не загружая звук. Если путь пустой, ты будешь... Но грузить нечего, поэтому звук не проигрывается. Исправить вариант. Ну, молодец. Но тогда он всегда будет отправляться сюда. Дело в том, что... Тут проверял. Проверка неправильно. Не этот вылет. Нет. Сам по себе хранить только путь к ресурсу, но не сам загруженный объект. Проверить загруженный объект можно через find object. Find object, your object, null pointer, sound pass to string. Объект уже в памяти. Пример, бла-бла-бла. Ключевой момент. Find object проверяет, есть ли объект в памяти. Если null pointer, объект уже загружен. Что-то он страшно выглядит очень, если честно. Find object. Серьезно, у нас есть такой метод find object. Find. Тоже разворот. Find. Exact class. To level as pass. Ну, find object. Хорошо. Мы туда передаем наш use sound base, потому что мы с ними работаем. Там ГПТ говорит, что там null pointer. Null pointer. И sound pass. Вот тут самое интересное, что мы разименовываем его sound pass. С маленькой буквы sound pass наш. Так, подожди, не мешай. Sound pass. Точка to string. О как. Find object sound base. О как. Так, ну тут я уже перезапуск требую. Требую перезапуск. Требую перезапуск. Ну и плюс в GM тоже надо это добавить. Я просто подумал, что он вот этот isValid именно проверяет на то, есть ли он в памяти. Он просто проверяет, пустой он или не пустой. Ну, логично, почему он его туда не забрасывал. Все, как бы логика в этом есть. Давай сюда. 7.
есть. Погнали play. Вот теперь все работает. Вот, он начал его загружать. Сюда тоже сделаем этот. Мы нажимаем Continue и сразу попадаем сюда, потому что он его загрузил. Все, 360 ms прошло. Он его прошел и пошел сюда. Да, вот так вот надо. Лайк, ГПТ, лайк. Красавчик. Так. Все, есть контакт. Звук тоже есть. Теперь мы чиним момент с баблишком. У нас баблишка не тратится. Подожди. Не совсем все, еще мелкая проверка. Где звук? Где вот этот звук? Не было этого звука. Почему этого звука не было? Play game mode. Client unreliable. Интересный товарищ. Блин, пока пройдешься по этим всем приколам, это просто забей. Как же дебажить это неудобно, это просто ужас какой-то. Так. Сразу сюда пошел. Ну, Play Sound заиграл. Но, судя по этому, но он не заиграл, окей. С этим потом разберемся. Может, даже не он будет. Кто-то другой там подпишется, что-то на делегаты, шмелегаты и прочее. Надо починить бабусики. Бабусики тратятся, но не тратятся. Тайвер апгрейд, тайвер спаун. Именно после тайвер апгрейда почему-то он ставит еще один. Короче, в чем суть? У нас есть... вот мы строим тайвер. Этот же. Точно, надо же поставить таймер побольше. У нас есть наш этот... вот мы строим тайвер. Есть контакт. Но мы потом улучшаем. Вот у нас 5 коинсов внизу. Вот 5 коинсов. Мы улучшаем что-то. У нас 0. Потом мы идем строить башню. И строит. Причем больше он ее не строит. То есть вопрос в апгрейде. Он отобразил нам то, что она поменялась, но он нам ее не поменял. Ой, беда. 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 Потому что так не должно быть. У сервера это все окей. Теперь вопрос, почему? Где payment? Tire payment. Вот он, tire payment. Net multicast у нас срабатывает. Он и там его меняет. Это вот та фигня, которую я вчера делал, да? Получается, да. NPS делал, не доделал. Так, кстати,
Soundmaster все закрыть. Tower Payment. Tower Payment. Вот он есть. Он отнимает коинсы. Коинсы отнимает. То количество коинсов. То есть ну, короче, новый делает. Почему в этот момент он до сервера не доходит? Тут проблема не в этом. Не там проблема еще. Проблема, скорее всего, в том, что вот это вот мы запускаем апгрейд сам не на сервере. А это все должен быть делать сервер. Дело в том, что такими вещами должен заниматься сервер, а не просто так оно должно существовать. Ну вот в чем прикол. Этой фишкой должен заниматься сервер. Create Implementation. Ну, скопировать. Create Implementation. Конечно, сейчас вопрос что-то отвалится по-любому, но... Так. Сервер, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это он отправляет на клиент. Выполняет. Это тоже VC этот на клиенте происходит. В принципе, все. В принципе-то все. Main PS. На самом деле вот здесь не нет мультикаст, должен быть тоже сервер. Сервер просто везде, где сервер. Просто везде, где вот этот Tower Payment, сам метод должен быть... Еще не так. Что-то не то написал. Ну, неважно. Сам процесс должен происходить в любом случае там. А если он там происходит, то можно вот этот ufunction reliable вообще не ставить, сервер. Так, апдейт не срабатывает. Надо апдейты подтянуть. Где у нас здесь апдейт идет? Он click Tower Point. Trigger Tooltip Text. Он вызывает в Tower Point V Trigger Tooltip Text. Trigger Tooltip Text. Лимит и прочее. Слушай, товарищ, так ты же должен в клиенте выполняться. Кстати, самое интересное, мы вообще не проверяем его. Нет никаких проверок, просто шлепаем. Это интересно.
Tooltip текст. Это у виджета, он и так как бы клиент. Дело в том, что вот это, скорее всего, у нас еще 0 pointer, то как он этот схлопывает его. Метод еще один создавать. Блин, миллион методов, как мне это не нравится. В принципе-то, блин, вот эти однострочные методы, каких не люблю. Void trigger. Trigger tooltip текст. То же самое будет. tooltip текст. tooltip текст. Подожди, а как вот я тут его назвал? Валуя. Вот, мне нравится Валуя. Давай. Красавчик. Куда ты его засунул? Триггер tooltip текст. А где ты? Воин. Сейчас может быть вообще что угодно. Он мог засунуть мне его куда угодно. Интересно. Ну, чисто ради интереса. Ну-ка, иди сюда. Не, я сюда не засунул. Я думал, сюда засунул. Ну ладно, дело такое. Текст и повыше его где-то вот сюда. Триггер tooltip текст implementation. Так, это ты знаешь, что такое? Вот это вот тебе плохо. А плохо тебе, потому что эта фигня, она в виджете содержится. Виджет Tower point. Point виджет. Здесь содержится, правильно? Да. Ладно, пока что сделаем тогда здесь его. Tooltip текст. Tooltip текст value. Проверка естественная. Так, а еще здесь где-то он был, да, вот. А еще вот это вот можно как-то объединить. Метод. Так, да, закрываю его нафиг. Ой, а кто это вернулся? Драк. В смысле он не знает, что такое tooltip текст, если мы подключили для него этот? Enable to find enum delegate or struct with name tooltip текст. А знаете, почему это невозможно? Потому что не function.
Это все и function виноват. Потому что он хочет его, чтобы, короче, он был... Enum был как enum. Вот как вот эти вот enum сейчас покажу. Я не тут. Enum, вот этот uenum был сделан. Через uenum. Типа такого. Вот иначе он его здесь не находит. Если все правильно. Ну чё, получил FPS от асинхронной физики? Да, миллионы FPS стало вообще кайф. Да, вот из-за этого оно. Ну ладно, все в макросах надо, чтобы. Миллионы FPS стало вообще кайфово ходить, все это. У Дракла есть свой чат с ГПТ, там это самое. Он такой большой-большой, и он каждый день просыпается. Привет, чат ГПТ. Какие еще есть способы оптимизации для Unreal Engine 5? Вот так вот этот диалог стоит. И он ему выдает. Тут бац, на эти самые, на вот эту физику, коллизию, все дела. И он такой, здорово, пойду расскажу. Или пойду потыщу. Так было дело, признавайся. Так было дело или нет? Так, ну, работает этот самый. Единственный момент, почему он исчез. Так я сам не тестил. В моем проекте оно не надо. А в моем надо, да? А в моем прям надо. Два мопца ходят, и это самое. Я понимаю, что их потом больше будет и прочее. Но тем не менее. Так, здесь он его закрыл, понятно. Он здесь его закрыл. Нафига он это сделал? Мне же не надо это делать. Закрывал именно. Ну до 100. Да, 100%. Ну окей. Хорошо. Если надо, мы поставили уже, не переживай. Хорошо. Давайте сделаем, знаете что? Вы не поверите, перерыв мы сделаем сейчас. И разберемся, почему он его закрывает. Spawn Implementation. Почему в спавне он его закрывает? Все правильно он делает? Он все правильно делает. А потом кто-то сделает кастомную карту на 10 копеек мобов в сек. И все, и сломается у него все. А вот потому что Дендеракл сказал вот сделать вот так вот, оно теперь не сломается. И теперь все будет хорошо. Вот так вот. Все, давайте перерыв шлепаем. 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Так, продолжим наше безобразие. Итак. Че, во-первых, он тут опять ругается, что-то ему не нравится. Что мы делали? Чего нам надо было? То есть он все принимал, все работал. Но не совсем, да? А, он закрывал их, все. Пытаемся понять, почему. VC-тагл. Вот он, VC-тагл. Tower Upgrade Implementation. VC-тагл. VC-тагл у нас на клиенте происходит. Я понял. Потому что вот эта часть передается серверная. Без VC-тагл. В обратку, которая... И, соответственно, он его, короче, передрачивает из-за этого. Здесь true. Подожди, а в данном случае нам вообще не надо VC-тагл запускать. Подожди. Tower Upgrade Implementation. То
То есть, если в случае неудачи нам не надо, этот нам не надо, нам вообще его не надо трогать. Подожди, нам вообще не надо его вызывать. Этот метод. Что-то я вообще не подумал об этом. Нам вообще не надо его трогать. Абсолютно. Так, я перезапущу на всякий случай. Подожди, а почему ты схлопнулся? Потому что он Click Tower Point запустил. А там у нас эта штучка произошла, которая его вздрачнула. Был visible стал этот, поэтому он там запускался. Подожди, а тогда и не надо его вообще запускать. Нам надо его запускать, чтобы передать новые значения и переинициализировать его. А если мы его будем переинициализировать не через этот... Прийти виджета выбора башни для постройки или улучшения. Это мы уже сделали. Можно был, конечно, добавить сюда. Дать ему стандартные параметры. А в случае вот здесь, вот когда мы его вызываем, чтобы он его переделал. Либо, блин, нам на это надо сделать на клиенте. Ладно, допустим, был. Он Click Tower Point. Давай сюда, меньше. Bull be is даже не be is, а как сказать? Be is toggle. Бесить. Be is toggle. Не, ну это же большая буква. Be is toggle VC. Be is toggle VC equal true. True сразу сделаем. Toggle VC он запускает эту штуку. Если нет, то нет. Ну, а вот здесь мы передаем false. Давай и
Ага. Ага. А лимит почему не обновился? Можно узнать, почему лимит не обновился. Не говорите, что он обязательно должен обновиться. Сюда-то ты залетаешь. В любом случае, блин, он же сейчас... Сейчас залетит, да. Построили, сейчас залетит, да. Он даже этот пропустил. Таверпоинт V по-любому должен быть. Таверпоинт V проверка. Мы можем вот так сделать. Не очень красивая история. Таверпоинт V. V и BStaggle. VC наоборот. Такая история очень прекрасная. Должны были картонками заниматься, занимаемся. Пойми чем. Игнор. Построили. Ищи, дело не в этом. Без visible. Должен его менять. Значит, пойдем по другому пути. Все это возвращаем на место. Порнографию удаляем. Все это мы удаляем. Дальше мы идем. Да, убираем. Здесь VC. VC toggle. VC toggle в данном случае можно сделать false. Давай попробуем с false именно передать не в обратку, а именно строго отключить именно. Так, ну отлично, он его не отключил, но он его не переинициализировал. Это великолепие, я считаю. Итак, почему? VC visible. VC toggle. У нас этот visible переделывает. То есть, если я задал false, он false. Это значит, что когда мы сюда засунули, он будет true. Он будет true. Ну, логично, конечно, то, что он сейчас существует, его сделать этим. Но почему он его не скрыл? Точнее, он его открыл, но он его не назначил. Хорошо, если вот так вот. Что-то я запутался. Что-то я запутался. Помню, обсуждали баги из-за лив-кодинга. А были реальные случаи багов? Лично я не помню у себя такого, хотя часто делаю лив-кодинг. Не, ну вот эти вот конфликты, вот это вот самая беда.
Потом лайфкодинг мне ломал класс. Он ломал класс, настолько ломал его, что у меня там редактор не запускался. Но вроде из-за этого было. Либо он ломал класс, он потом его вообще не существовало, как будто. Ну, короче, он сломанный, то есть ты его не можешь открыть, он тебе не дает его открыть. Не запускался, это из-за другого было. Короче, я какие-то изменения сделал в классе, сделал лайфкодинг. И класс, ну это было вне стрима, и класс, короче, все, там актор был какой-то, я его пытаюсь открыть, там ошибка, и у него иконка такая, короче, сломанная какая-то там, иная, и все, и в обратку никак, ты перезапускаешь его, а все уже, и актора заново надо было создавать, вот такая вот фигня была, один раз. Вот актор не открывался. Не открывался в визулаке? Не, в Unreal именно. То есть вот есть актор, я в Unreal сделал какие-то изменения, ну там какие-то поля поменял, методы, я не помню, что я там делал. И сделал лайфкодинг. И после лайфкодинга иконка у него поменялась, у этого актора в редакторе. И он сам перестал открываться, все его эти, которые были, они тоже их, короче, все схлопнулось, по-моему, его и не было, не помню, но, короче. Ну тогда ерунда, просто пересоздать его. Да, но представь, что у тебя это характер, у которого кучу ссылок везде, ты его везде повставлял какой-нибудь, или это виджет. Представь, что это виджет, который содержит логики какой-нибудь дополнительно блюпринтовой, и это же катастрофа. Это ладно, у меня там какой-то актор был, раз-два пересоздал и все. Но давай предположим, что это виджет, который огромный, мейнхуд. В нем у тебя блюпринтовая логика, в нем вот эта вся иерархия, кто зачем выставлен, вот эта вот вся штука, и он у тебя ломается. И ты такой, да просто пересоздай новый. Это, конечно, да. Ну, понятно, бэкап в помощь, но мне там бэкап не надо был, я просто новый создал, да и все, потому что он действительно маленький был. Там ничего, ну, так как я в блюпринтах логику не держу, у меня в блюпринтах почти ничего нету, поэтому мне вообще было плевать. Вот. Поэтому для меня не то, что это большая проблема была. Но вот если у тебя есть логика, у тебя там много чего завязано, какие-то данные, это беда. Если нет бэкапа еще, то это вообще, это все, это все. Я сделал изменения или нет? Так, он скрыл его. То есть в данном случае он его скрывает, а в том случае он его показывает. Есть вероятность, что он 2 раза вот эту вот фигню вызывает. Просто-напросто. Думаю, если удалить файл, не открывая все зависимые ассеты, пересоздать его в редакторе, то будет норм. Не знаю. Тяжелый вопрос. Так, мы залетаем сюда. Так, это можно свернуть. Мы залетаем сюда. На крайняк можно поискать, как создать файл, не открывая редактор. Не, можно так, но тут как бы бэкап просто в помощь, да и все. Если он прям такой большой. True. True. А почему true? А знаете, почему true залетел сюда? Потому что там все приколы на сервере происходили, да, где-то. А здесь в обратку, потому что это первый. А открытие происходило... Я не понял, ничего. Ну, давай висит тагл еще, где его вызывают. На клике. А, вот же он клик. И он наоборот его вызывает. Каждый раза в 2 больше бойлерной курицы. У тебя это индюк уже. Это не петух. Куда в 2 раза больше, чем бройлерная курица.
Бройлерная курица такая мразь. Ну, это по ширине, типа, это ж большая штука. Куда в 2 раза больше-то? Это что это за кабан? Даже в камеру он не влазит. Ты что, гонишь, что ли? Так, он тру передает. Тру мне не нравится. Вот только меня боятся как истерички. Начинают паниковать, когда я в 3 метрах от них. Так ты ж двоечки прописываешь, естественно. В 2 раза больше по массе и объему, а не каждой оси трехмерного пространства. По массе, объему. Пошел процесс. Его запугал звонок. Да, он там запугал всех, он там двоечки прописывает. В 2 раза больше по массе, объему. А не каждая. Если только объем у тебя в 2 раза больше, у тебя... Ну да, если это ж объем. Это если ты в 2 раза увеличишь этот объем в 4 раза растет. Или сколько там. А если просто... Ну все равно у тебя они... Ну как, вот так вот будет. Что это за мразь такая? Это индюк. Ты какой это? Ты перепутал, наверное, петуха с индюком. У петуха гребень тут, а у индюка тут. Вспоминаю уроки в физмате. Да, надо вспомнить. Это да. Правильно. Приходит такой, танцует и двоечки раздает. Да я представляю. Ну чё, петушня, сейчас двоечки получать будем. И давай там за ними. Это самое. Подожди, у индюка не тут, у индюка тут. Да, у него на носу вот эта шляпа. Которая у петуха вот тут. Ну да, у них же это там такая фигня. Ну короче, в общем. Индюка спутал с петухом. Так, вот тут false мне надо передать. Палься. Ну или у нас бойлерные курицы не очень большие. Каждый петух чуть больше моей головы, если не считать головы, хвост и конечности. Так, больше головы. Ну это одно дело. Слушай, ну больше, хорошо. Чуть больше головы. Вот это вот. Ну, это как-то, ну, чуть больше хорошо, вот так вот. Это не маленькие, это не бройлерные, слушай. Ты бройлера видел? Там, ну, там такая махина. И говоришь в 2 раза больше. Я же говорю, это индюк уже. Это не этот. Это уже немножко не то. Бройлер же здоровая штука. Вот им двоечки, короче, там бегает. Да у вас на Мадagaскаре они отожранные просто. Ну да, есть такое. Мадагаскарский бройлер. А мы обычным кормом для несушек кормим. Ну вот, видишь, не так накормить нормально. Так, я не хотел. Он его не обновил. Почему он его не обновил? Зачем он так делает? Что происходит? Не обновил он его, знаете почему? Потому что вот сюда вот он забирался. B is VC visible. Он его... короче, так как там false залетел. Вот здесь вот false. Мы его установили на false. И он его не видит. Вот, и поэтому беда. Значит... не, подожди, false, разворот true. Я понял, ты, видимо, с петухами из секера сравнивал. Да, я же говорю, такие вот секирные, такие эти, которые там так делают. И вот да, это оно. Статик мод. Подожди, я запутался. Я просто нафиг запутался. Если у нас false, почему он его назначает здесь? Еще непонятно. Я в тру-фолсах запутался, потому что они, скорее всего, разные. Там серверный берется, там... Нифига не серверный. Так, давай вот сюда вот. Так, это ты новую создаешь, правильно?
Правильно, это ты открываешь его. Вот, ты его открыл. Ты ему все назначил, ты молодец. Вот. Ты его назначил. Вот, пошел процесс. Назначение нового. Таверпоинты, всякие дела, вот эти вот понеслась. Set target point и VC. Visible у нас нолик, значит, в фальсе мы его в true, то есть показать. Continue. Я этого душу любил. Ну, сейчас-то понятно. Но по коду все работает, а по сути-то ничего не работает. Падай ты уже, хватит. Tower Upgrade Implementation. Tower VC Toggle. On click Tower Point. Click Tower Point. On click Tower Point у нас клиент. Reliable. Я хоть убей не понимаю, как он вот эти вот указатели передает туда-сюда. Ну да ладно. И оно работает. Их передает, и оно работает. Ничего не понятно. Еще раз давай. В общем, здесь, да, будет все работать. Да, здесь работает. То есть это что-то серверная история. Серверная история. Давай думать. Он клик Tower Point. Он клик Tower Point. У нас на клиенте происходит. Но это же логично, что он на клиенте происходит. Потому что что? Правильно, потому что он запускает инициализацию Tower Point. А что такое Tower Point Vim? Это виджет наш. А PS set target point. Здесь у нас происходит метод set target point в PS. Main PS. Закрыть. Set target. Set target. Tower point. Где это? Implementation. Эти set target. А, нету его, смотри, set target Tower point. Вот он есть. И вот он производит VC toggle false. То есть он уже там false производит. Нам не надо производить false. А, это он в старом производит false, а в новом он ничего не производит. Это для старого он false производит. А почему там это не сломано? Target Tower Point. Дело в том, что он это 2 раза делает. Тут бы еще одну вещь. If вот так вот и вот этот вот. Вот этот вот не равен Tower Point. Tower Point. Тогда он выполняет эту штуку. Но это вообще никак не связано. Тоже на клиенте выполняет эту штучку. Tower Point, Target Tower Point. И как я обожаю, что ты сделаешь, она вообще все ломает нафиг. Tower Upgrade. Ну, чисто теоретически предположим, что вот из-за этого, ну, как-то там, из-за того, что вот он совпадал. Ему плохо было. Давай смотрим. Здесь у нас все окей. Здесь у нас ничего нифига не окей. Он не обновил его. Так, если он его не обновил... Если он его не обновил.
по-моему, не обновил. Он клик Tire Point. Дошли. И нет Tire Point виджет. Надо сюда залетать. Смотреть, что здесь происходит. Мы ставим башенку. Блин, а там никак не получится. Так, это быстро надо шушу. Быстрые руки, самые быстрые руки на Диком Западе. Так, оп, continue, ignore, потом клик, F11. 11, Tiver State. 11, Tiver State. Не понял, а почему он пустой? А, логично, мы же ничего еще не добавили туда. В 10 State, Tiver State, Tiver. Если есть Toggle Active Border, Create Visibility делаем. Target Tiver Point. Блин, вот это вот начинается. Ой, чё толк? Чё я понял? Я ничего не понял. Я понял только то, что я ничего не понял. Это самое понятное. Подожди. Он когда меняет вот этот вот поле меняет, он же берет его из этого. Сервер мог еще не успеть прислать просто-напросто. То есть само изменение у нас где происходит от этого поля, которое отвечает за вот это вот player info. Мы же из него берем информацию player info. Чё? Tiver State. Вот, Tiver State нас интересует. И вот, инкриз и все происходит. Вот это вот вся фигня тут же происходит, правильно? А это все сервер делает. Upgrade Implementation. Все сервер делает. Поняли? И... Upgrade Start. Давай.
О. Так, здесь у нас. Это сейчас что было? Так, ну вот, оно сработало, да. Дело было в изменении именно. Подожди, а вот это то, что виджет появился и там, это как понимать? Это как понимать? Блин, надо было раньше. Сейчас. А ну-ка, а если я сделаю вот так? Да? Так. Начнем с того, что сам виджет компонент, он не должен был replicated. Да, начнем с этого. Все, не должен реплицироваться. Виджет компонент. Мы его здесь сразу делали, да? Set replicated true, нет, никаких true. Вот. То есть проблема как бы решена. Ну, в плане того, что он не будет там отображаться, но уже такое дело. Increase Taver Upgrade Stat. Это в Тавере, да, самом? В Taver мастере. Вот эта вот часть, она должна быть Net Multicast на самом-то деле. Вот она именно должна быть такой. То есть вот именно она должна быть выполнена и там, и там. Ну или Stats AS уже прикольно такое пошло, то вот здесь вот не сервер, а Net Multicast. То есть он и там это должен сделать. Не сервер, а Net Multicast. Вот эта вот часть происходит, а вот здесь мы вернем сервер. Сервер. SetStat, кстати, тоже самая история. Она должна происходить на сервере. То есть хорошему-то надо как-то что-то изменить ему. И это должен быть тоже не сервер, а Multicast. Сейчас вообще все подваливается. Установка статов и там должна быть. Я все равно не очень понимаю, в чем прикол этого всего. Если у нас есть методы, которые делают сеты там и там, то есть чисто для быстрого доступа, чтобы getter получить, у нас существуют локальные поля. Не было такого, что нам надо получить какие-то данные, и мы тянем их оттуда. Чисто на клиенте данные существуют только для вот этих вот частей.
для этих вещей, точнее, частей. Вот это вот откровение, правда? Это не помогло. Почему именно вот эту часть надо сделать? Ну, логично, потому что он отправил вот эту часть на... А, нет, подожди. Здесь он отправил на клиент, понеслась. Потом он пошел дальше своими делами заниматься, да? Там левел увеличил... Tower State. Это для структуры. То есть он сделал свои дела. И потом он пошел на клиент. Но эти-то данные первые были отосланы, правильно? То, что вот тут вот все поменялось, там, ля-ля-ля, у-ля-ля и прочее. Соответственно, метод долетает до клиента и начинает выполняться вот эти вот всякие штучки-дрючки. Он click Tower Point Implementation и прочее. Ну да, и вот же он передает Tower State, который как раз-таки пустой, поэтому и был там. Он там ничего и не принимал. Tower State. У нас же вот они методы происходят, инкрисы. Везде вот здесь вот происходит это. То есть до того еще не дошел. Вот оно в чем прикол. То есть там-то мы поменяли вот в этом АЭСе. Статс АЭС это все здорово, но пока что это нам не надо. Это, наверное, мы правильно сделали, но не суть важно. У нас есть этот... Вот они. Сейчас будет очень кайфовая тема. Сейчас мы узнаем. Ну да. Нельзя, что только эти могут быть. Ну да, и все. И как бы все. И в этой ситуации наши полномочия все окончены. Тогда у меня несколько вопросов есть. Если net multicast вызовет метод net multicast, что будет происходить? 4 раза, получается, вызовется. Точнее, ну, стоять 2 раза, 4 раза. То есть net multicast, он вызывается и там, и там. Идет в первого на сервере вызывается. У нас первый метод вызывается там. Он идет, доходит до момента, как вызывается второй метод, который net multicast. Он его вызывает и у себя, и клиенту говорит, вызови его. Потом доходит дело до клиента. Клиент еще первый метод вызывал, ну, доходит до него вызов первого метода. Он начинает вызов первого метода. И что? Дальше доходит до вот этого второго метода, который тоже net multicast. И говорит, сервер, вызови его опять. И сам его вызывает. Потом до него доходит то, что нужно опять же этот же метод вызвать. И он опять его вызывает. А там на сервере вызов происходит. Итого получается он 4 раза вызовет. Подожди, что за бред? А ну-ка, пояснительная бригада в виде ГПТ.
Очень хороший вопрос, прям по шагам, как работает NetMulticast. Когда сервер вызывает eFunction NetMulticast, этот вызов рассылается всем клиентам плюс серверу. Метод реально выполняется на каждой стороне по одному вызову на инстанс актора. Если внутри мультикаста вызвать еще один мультикаст, допустим, NetMulticast первый, second multicast, бла-бла-бла, да, это то, о чем я говорил. Что произойдет, когда сервер вызывает first multicast, он сам выполнит его и пошлет RPC клиентам. У каждого клиента локально выполнится first multicast implementation. Да, внутри first implementation на клиенте вызывается second multicast локально, но так как multicast RPC можно запускать только на сервера, в результате всех вызов на клиенте будет проигнорирован. В итоге только серверный вызов second multicast будет реально отослан клиенту. Сколько вызовов будет у second multicast? Один раз на сервере, где он вызвал внутри first multicast, и первый раз, когда на каждом клиенте сервер произошел всем. Не более клиенты не могут повторно сами рассылать second multicast, потому что они не имеют права делать multicast вызов. И того first multicast вызывается у всех. Внутри него second multicast реально работает только с серверами. И один раз будет отправлен всем. Никакого умножения вызовов не будет. Слава тебе, наука. Только у меня вопрос. А как мы вызываем тогда этот, если он мультикаст? Таймер апгрейд. Просто таймер, а кто запускает, во-первых, таймер апгрейд? У нас же сам таймер апгрейд запускает нифига не это. То есть, когда мы его делаем net мультикастом, у нас его вообще по факту виджет запускает. И он сам нифига не сервит. Почему это тогда работает? Бред. А ну. Что значит всем клиентам? Что это значит? Значит всем или имеется в виду только... ну всем это всем, значит, что того, что тоже он в памяти существует. Ключевой момент виджет существует только на клиенте. Что произойдет, если виджет на клиенте вызвал NetMulticast напрямую, клиент имеет право рассылать NetMulticast. Вызов будет выполнен только локально на клиенте. Никакой рассылки другим клиентам или серверу не будет. Сервер вызывает, через сервер вызывает, виджет вызывает сервер RPC, сервер получает итог мультикаст, имеет смысл только с сервера. Клиенты вызвали остальное. Это очень интересно, это прям безумно интересно. Тяжело. Да. Тяжело. Очень тяжело. Приветствую, спам-гидра. Спам-гидра? Какая некрасивая история. Какая некрасивая история. Подожди, вот закончился. Только в свече существует. Emotional damage. Я тут, знаете, что я тут вижу? Я тут вижу шляпу. Видите шляпу? Я вижу Вроде шляпу. прошло уже много часов, но вроде 13:58. Да. Чё, какой урок следующий? Stat. Case, speed, attack, damage. Item. Слушай, ну дофига себя должен будет принимать. Я... Короче, есть вариант создать этот
Элемент true. Все это в метод, короче, обернуть. Элемент нам не нужен, то есть он нужен только для этого. Нам нужно один bool возвращать, это BSPay. Соответственно, он bool может возвращать метод. Но у меня вопрос, если он будет net multicast, он же нам не даст ничего сделать. Следующий урок – спам-литература. Что, не нравится тебе? Читать не любишь? Метод. Так, а что будет, если у нас этот... хорошо, давай разберем. Давай, не возвращаем значение. Не должен иметь возвращаемое значение. Великолепно. Не даст собрать, потому что не поддерживает return. Угу. Это логично. Параметры посылки. Лимит GPT-5 достигнут. Прикольно. А знаешь, почему я так правильно пишу? Потому что руку забинтовал не до пальцев, поэтому могу писать нормально. Это хорошо, это круто. RPC не поддерживает посылки, потому что сетевые данные сериализуются, копируются. Если ты напишешь посылки, Unreal либо ругнется на компиляцию, либо просто не будет собираться. Даже если это прокатило изменения на клиенте, не вернулись бы обратно на сервер. Все RPC, включая мультикаст, должны использовать параметры по значению. Итог. RPC клиент не могут возвращать значения. Параметры посылки не поддерживают. Если что-то вернуть, делается через реплицированные переменные или отдельный клиент. Вы мне полисы предлагаете создать? Угадай, какую первую машину я куплю, когда вырасту и сдам направо. Не знаю, Porsche. Тяжело. ВАЗ 2111. Это круто. Слушай, ну мне просто предлагает создать еще один bool, сделать его replicated. И просто-напросто его менять и там, и там. И все, но... Вот тут, конечно, блин, как же это ограничивает? Это просто забей. То есть я-то сделал изменение структуры в структуре, но я не могу дать ей внутри эту. То есть я этот метод все равно должен вызывать и там, и там. Еще пару дней и смогу играть в КС 1.6. Ну, чуть-чуть осталось потерпеть, чуть-чуть. Я не могу его вызвать просто. Мне надо его обязательно на этот мультикаст сделать, чтобы он его запомнил.
Возможно, уже завтра, ведь рука болит на 0,1. О, прям четко посчитал. Блин, вот это вот ограничение меня раздражает. Было бы куда интереснее, если бы они сделали так, что сервер с сервером-то может возвращать. То есть, если мы делаем net multicast, у нас вызов идет и там, но когда произошел вызов этого метода с сервера, мы его вызвали net multicast, этот метод, то он вернет значение на сервер. Но когда он вызовется на клиенте, то там ничего не вернется, потому что там ничего нет. Не болит, если не двигать ею. Вот и не двигай. Это было бы хорошо, вот если бы так можно было бы, но... Блин, какая беда. А если мы сделаем интереснее, мы этот метод, он выполняет его на сервере, да? То есть мы его сейчас обернули туда-сюда. О. Блин. Не, ну подожди, если он репликейтед, он разве не сразу должен, после того, как внесли изменения, отослать, типа, клиенту? Лови. Просто как получается, что вот здесь происходят изменения. Здесь происходят изменения какие-то. А вот здесь у нас возвращается на клиент. И в момент вот этого возврата на клиент, он как бы... Там еще ничего нету. Ты это самое, как его, балуешься, да? Специально такие словечки подыскиваешь всякие разные. Себя там. Да это чистый украинский. Окей. Который репликейт. Да. Который репликейтед. Есть еще в Украине язык суржик, это смесь украинского и русского языка. Познавательная минутка. Пояснительная полезная инфа. Так. Так. Стройкой, блин, стройкой. Я там такую шляпу написал. Вот что происходит по шагам. Сервер меняет поле, которое реплицируется. Правильно. Репликация идет синхронно с клиентом. Обычно с интервалом с оттика. Следующая строка на сервере не обновляет значение на клиенте мгновенно. Клиент все еще видит старое значение. То есть ты не можешь сразу после изменения поля на сервере вызвать метод на клиенте и ожидать,
что поле уже обновлено. Но как решить? Вариант использовать on-wrap функцию. On-wrap срабатывает на клиенте, когда репликация обновит значение. Вызывать клиент RPC с нужным значением. Client new value. Ну вот это то, что я сейчас хотел сделать. Но есть маленький нюанс. Тут в чем загвоздка? Мы когда... Значение. Мне все равно непонятен этот момент. Потому что у нас как же работает? Вот у нас метод вызывается на сервисе. Он работает на сервере. Клиент о нем ничего не знает. У нас пошло выполнение. Бла-бла-бла. Тут проверки, фигерки и прочее. Вот вся шляпа. У нас прошло изменение на поле. Прошло изменение на поле. Поле изменилось. У нас должна сработать репликация. Русский, очень вкусная вкусняшка украинский, дуже смачний смаколик суржик, дуже вкусней. В этом языке нету ни слова вкусняшка, ни смаколик, поэтому мы не говорим. Я, если что, говорю на суржику. Окей. Я же говорю, полезная информация. Мы сделали изменения. У нас разве не должна репликация сработать? И данные полететь о том, что изменения сделай. Или они там как-то, он говорил, что что-то тики, фигики, гики. То есть там раз в какой-то промежуток времени, видимо, отсылается. То есть ты не можешь сразу... Следующее не обновится значение на клиенте, мгновенно клиент все еще видит старое значение. Я ему дам больно сейчас. С интервалом set тика. Короче, раз в промежуток времени происходит. Из-за того, что раз в промежуток времени, получается, что вот это вот, которое мы вызываем, оно отошлется, а потом вслед за ним уже отсылается изменение. Поэтому этот самый... Поэтому такие вот дела. Кстати, я знаю японский. Это ты молодец. Полиглот. Да, полиглот он такой. Звездобол. Называется это. Не полиглот. То есть вот поэтому у нас это происходит. То есть он бац и послал эту штуку, а она там как бы все. Поэтому нам надо запускать метод на клиенте о том, что мы Знаешь, его как это обновляли. переводится? Нет, и знаете, тоже не хочу. Пусть это останется тайной. Привет. Можешь, Андрей, попробовать навесить? Не, Анреп здесь не поможет. Привет. Онреп здесь не поможет, потому что он сработает на изменения. Да, то есть он сделает то, что надо, но не в этом случае. Мне это... Надо не чтоб метод выполнился, мне надо, чтоб логика дошла. Там Точнее... написано «Люблю фембэф». Хорошо, верим. Мне надо, чтобы изменения вступили чуть ли не на следующую строчку, потому что я их использую на следующей строчке. То есть у меня как идет? У меня изменяется поле на сервере. Потом на сервере почти сразу следующей строчкой у меня запускается метод, который на клиенте запускает метод, которому надо эти данные. Но тут прикол в чем? В том, что он... Да, можно их просто передать, кстати. Вот еще один вариант. Можно их просто передать. Но если правильно я понял ГПТ, то вот этот вот сервер, он раз в какой-то промежуток времени отправляет данные пачкой вот этой. То есть он не по мелочи, как только изменились, сразу послал, а вот этой пачкой. И получается как? У меня идет изменение. Она отправляется в пачку. Пачка еще не отослана. Потом у меня следующая строчка идет то, что нужно вызвать метод на клиенте. Он отправляет это все клиенту. Клиент начинает вызов метода, а к нему уже вдогонку летит обновление данных. Но дело в том, что он уже начинает их использовать, а они старые. Неправильно перевел.
а они старые, поэтому получается вот такая вот фигня. То есть единственный вариант здесь, который я вижу, это буквально создать метод клиентовский, который берет и возьмет, запишет нам новые данные. Ну, либо просто передавать данные в сам метод, который их использует. То есть бац, он использует эти данные, и просто-напросто он их и как бы принимает. Ты неправильно написал. Ну, это специфика работы с сетью. Тут надо колбеками. Тут газ как раз своими огромными граблями помогает паковать и контролировать такие данные. Ну, это специфика работы сети, тут надо как колбеками тут. Ты неправильно прочитал. Ну вот, Макс, вот я ж правильно понял, то есть логику работы, то есть вот поэтому данные у меня еще старые, то есть то, Опять что они не неправильно сразу написал. отправляются. Я просто что думал, что мы как обновили, коли он репликейтед, то данные сразу полетели. То есть какая была логика? Вот данные обновлены, Правильно. данные полетели с обновления. Потом следующей строчкой мы запускаем сервер на клиенте, данные, то, что надо этот метод запустить, полетели. И как бы они вот летят. Прилетает обновление на данные, а потом данные этого прилетают. Я думал так. Нет, нифига, получается. Да, по сети задержка идет. В один тик ты никак это не уместишь. Не, тут вопрос не в тике. Тут вопрос в том, кто первый отослал. Данные-то они присылаются не по пачечке, а по объему какому-то. Хотя объему как 2 тика прошло, что ли. Или секунда прошла целая. Потом только данные пришли. Что за бред? Короче, мне еще непонятно. Но я же говорю, я вижу здесь один момент. Это создать вот такую вот вещь. Даже в private, наверное, какой-нибудь function. И где он мне его создал? Нигде. Ты хочешь отдельно руками слать данные, которые так реплицируются, чтобы уловить момент присвоения или что? Я хочу отослать их в целом. Фу, сейчас. Сейчас, подожди. Перенос сделаю. Смотри. У меня в чем прикол? У меня есть метод, который... Давай абстрагируемся от этого. У тебя есть вот присвоение поля. Вот что-то там происходит, и какие-то данные в него записываются. Оно репликирует, оно все есть. И следующей строчкой вызывается другой метод, который отправляет на клиент. Вот, клиентский метод вызывается. Но в нем там... СВВ-74 Нросина. В нем там где-то, там используются данные, которые у этого поля. И вот они старые, они новые. Вот. Все это как бы чинится тем, что если вот этот вот сделать не сервер, а net multicast, но это нам здесь не подходит.
Нам надо именно, чтобы просто сервер был. Наверное. Ну короче да. Ты не можешь быть всегда уверен в порядке долетания данных до клиента, потому тут либо unwrap, либо внутри функции прокидывать данные. Ну, вот он реп, это ж он стриггерится. Это ж триггер того, когда данные бы долетели. То есть я буквально должен изменить поле, и у меня висит делегат на том, когда данные долетят. А дальше у меня все, дальше метод у меня ничего не делает. Он данные долетели, и у меня запускается, ну, дальше продолжение действия вот этого вот. То есть такая вот фишка. Но мне это не подходит, потому что у меня тут куча условий всяких. И в зависимости от этих условий разные фишки переданы будут, и разные фишки будут запущены. Короче, мне это не подходит. То есть в какой-то части вот запускается вот эта часть, которая на клиентах. Ну, тут в данном случае вот эта часть. А вот тут не запускается. А данные тут в любом случае будут изменены. То есть, как бы, подходит эта штука, он реп. Set Diver State. Клиент, какое название идиотское, просто ужас. Great is empty Diver Lever, Tower State. Больше мы его нигде не тискаем, вот здесь, значит. Давай попробуем, посмотрим. Ну, блин, конечно, меня обломали то, что... А почему данные, уверен, в порядке долетания данных? Это потому, что, ну, они отправлены одинаково, ну, как я сказал, то есть у тебя полетела первая, полетела вторая, и я, то есть порядок такой, но там, типа, мол, какая первая долетит, это вообще, типа, рандомная история. Или тут дело в том, что вот те данные, они пачкой отправляются, то есть там надо, чтобы какая-то пачка накопилась условно. А вот тот вызывается именно когда я сказал. И вот поэтому, потому что тот еще не отправлен, а тот уже полетел. Даже если я их не в той очередности вызвал. Какой вариант здесь? True, какой фальси? Так, failed. Emotional damage. Client. А что мне нравится? Cannot be... Не, подожди, так ты use struct, все правильно. А что не так? Cannot be defined as it in already defined in scope at diver point. Что? А, в смысле... Так они называются по-разному. Ты что, дурак? Это с маленькой, это с большой. Не особо помогло. Он сюда закинул его, засранец. Зачем он сюда его Тут закинул? много моментов, как порядок пакования в пакет на серваки, попадет ли все в один, так и насчет распаковки. Вызов может тупо быстрее быть и все. Есть же еще куча настроек, с которыми я сам не подружился. Я понял. Наливай куме горилки стаканчик, бегая по полю весело кабанчик. Кабачок, ты опять со своими кабачками. Я понял. То есть, во-первых, не факт, как он его упакует, в какой последовательности. Также не факт, в какой последовательности он его распакует. Распаковка. Я понял. А каким образом тогда нам поможет то, что мы сет делаем? Сеттер сами вызываем.
Если у нас метод раз происходит, вот этот и вот этот, это клиентские методы. Какая гарантия, что вот это произойдет раньше, чем вот это? Ну так руками можешь применить значение в самой функции, куда опрокидываешь, либо с ними работать. Ничего не понял. Сделай, кабанчик, и будет играть эта песня. Не. Там ядра никаких кабачков я делать не буду. А он только ставит руками применить значение самой функции кидыш. Так а как руками применить? Ну вот я только что применил, вот они. Set stat, то есть я их назначаю, он клиент вызывает. Но если вот ты говоришь, что не факт, как он запакует и как он распакует. Вот мы вызываем два вот этих вот метода. Один применяет к другому, вот этот вот, тот на клиент и тот на клиент. Только они могут тоже в разнобой, короче, идти. Что и это. Ну, сейчас посмотрим, работает, нет. Здесь-то понятно, все работает. А здесь... Давай, чтобы красиво было видно. Ни хера не работает. Ну, понятно, второй раз он еще в нулиную сбрасывает. А, не в нулиную, это я на этот навел, походу. Так, я понял. Наливай куме горилки, Иди стаканчик, сюда. бегая по полю, весело кабанчик. Наливай куме горилки, стаканчик, бегая по полю, весело кабанчик. Наливай куме горилки, стаканчик, бегая по полю, весело кабанчик. Наливай куме горилки, стаканчик, бегая по полю, весело кабанчик. Наливай куме горилки, стаканчик, чё он бегая это? по полю, весело кабанчик. Наливай куме горилки, стаканчик. Здесь сразу тебе тоже сандалю. Будешь знать. Ну как тебе спам от кабанчика? Великолепно. А, на этот он не хочет. На этот самый. Или хочет. Интересно, что там наклацалось оно. А ну-ка, да я и здесь ему дам. А, вот. На этот захотел, да, полностью сразу. Так вот, бам. Так. Set Tower State Client, а не этот сам. А ну этот тоже я, пожалуй, полностью дам бан. Тебе тоже дам бан. Зачем? Будешь знать, как спамить. Так. Значит. Значит, нифига не сработало. То есть... Сами вызовы должны идти в нужном порядке, если это РПЦ, потому странно. Может, не в этом дело уже. Может быть. Но я же говорю, все это лечится вот этим вот. Вот этим вот.
Это мультикаст. На это мультикаст вот этим вот лечится и все. Давай, Ну ты и кабанчик. иди сюда. Так. Короче, на это мультикаст. Это мультикаст, вот. Оно с ним тоже работало, типа, но корректно. Но мне-то не нравится, что он там и там. Я вот не понимаю, что значит и там, и там. Вот тоже вопрос такой. На это мультикаст. Он 2 раза посчитает, и там сделает расчеты. Но это же неправильно, да, когда расчеты самих этих происходят у клиента. Или правильно? Но они не только у клиента, они-то на сервере и у клиента произойдут. Вот, все работает. То есть у нас теперь все работает. Правда, вот такая вот фигня появляется. Подожди, а фигня-то появляется. А я что, могу ему, получается, дать бэбусики или что? Ну-ка. Давай сюда. То есть я здесь ставлю башенку. Делаю ей апгрейд дэмэджа быстро сюда. Он считывает данные, что там 1 апгрейд. Но это ладно. А, деньги. То есть он еще у того чувака спрашивает, хватает ли денег. Но хотя бы он работает правильно, корректно. То есть мы знаем, что вот он не у себя спрашивает. Потому что если бы он у себя спрашивал, вообще беда была бы. А так, видите, то есть тут все это построили верно. Но почему он, во-первых, его отображает? Ну, виджет отображает. При этом компоненту он отображает. А компоненту мы сделали, она не репликейтед. Компонента. Она не репликейтед. Вот она, виджет компонента. Мы отсюда репликейтед убрали. Может, она здесь где-то репликейтед. Кто-то мне галочку поставил. Это спам гидро по-любому. Не, компонент репликейтед. Нет, ничего такого. Так а как он отображает его, если она скрыта? А как он, ну, отображает этому? Что за приколы? Что это такое, а? Подожди. А как нам определить, чье это? Кстати, это хорошая история. Вообще, в целом, хорошая история. Это... Надо в идеале бы проверять на виджет компонент тогда. Хорошая история в чем заключается? А зачем нам... Зачем нам эта компонента у второго игрока? Может, сделать стоит проверку на Begin Play, сравнить что-то овнеров с... У него же овнер-то записан, кому он принадлежит. Если овнер нет, то компоненту вообще удалить. Просто акторов-то много, и
И смысл нам хранить всех их в памяти, чтобы они логику там всякую делали и прочее. А? Ну, а если бы это локально было сделано, то есть has authority вот этот убрать, сделать if has authority, так вот разворот. И если так, то у нас здесь get owner. PowerPoint, V-widget, component, RPV, бла-бла-бла. Это мы просто подвязались. Но это лучше, кстати, сделать до того, как мы здесь вот эту вот всю фигню сделаем. DVC toggle. Как нам? Ну, ГПТ. Begin для актора клиент из authority будет false, что значит, что этот экземпляр не является серверным, но будет понять, что понять, как нужно смотреть на владельца через GetOwner и проверять его контроль. Например, для Pawn характер, для Pawn характер, молодец. Из local контроля. Пояснение. GetOwner возвращает владельца актора, обычно для персонажа, и Pawn это контроллер. Из local контроллер говорит управление для этого контроля текущим клиентом. Если все актор уже привязан для акторов, которые не имеют player контроллер, в качестве владельца можно использовать player state. GetOwner get player state и проверять из local player контроллер аналогично. Да, но ты же не можешь вызвать просто из local player, из local player. Ты же не можешь его вызвать. Но у нас есть другая история. У нас есть player info. Дело в том, что там не будет работать, потому что не будет работать. На Begin Play у нас еще инициализация не запущена. Инициализация не запущена. Это вот на Init можно делать, потому что вот Player Info мы передали, мы его уже записали, все, он есть. И он там на сервере, скорее всего, происходит. Или нет? Блин, ну это странная фигня. Почему, во-первых, он его отображает? Вот этот вот вопрос мне не очень понятен. То есть он у всех его запускает, здорово. То есть он и у нас его запускает. То есть этот мультикаст, это у всех, это именно у всех. То есть и на сервере, и у первого клиента, и у второго клиента. У всех это у всех. И в этом тут как раз таки трабл,
происходит. А я могу такую порнографию сделать? Get owner, get owner. State get. Я как это обманул, нельзя вытащить. Через get owner player state. Что на актора возвращает именно здесь. Это нужно его приводить к player state. Вот этот player state. Типа если он не равен. Player info. О, у нас тут есть доступ к player state. Так. Тогда он не будет. И у нас что-то какая-то шляпа. Что-то какая-то шляпа. Ну, по-хорошему вообще надо удалить их. Потому что там дофига всего. Так, давай, построили и... Какая беда. Это беда. Ну, это бы изначально была порнография, понятное дело. Кстати, по поводу вызова в клиент ты разбирался. А то там есть много специфики, ибо вызывать функции клиентские можно только на акторе, которым именно владеет игрок. Потому может быть, что мультикаст будет работать, а клиент нет. Ну, понятно, что только у Овнера он может вызывать, потому что, чтобы он понимал, к кому обратиться. Но Овнер здесь назначается у меня. А по поводу, что мультикаст будет работать, клиент нет. Тут же не проблема, потому что мультикаст или клиент не работает. Тут, ну, короче, тут если ставишь сервер, где оно, в принципе, и должно быть, начинается проблема с тем, что данные, то есть они как-то вот не так идут. Как-то не так все. А когда делаешь нет мультикаст, то вот все окей. Все окей. Слушай, подожди. А почему нам не сделать вот это вот назначение? Не, подожди. Мы не можем сделать. На самом деле тут решается все очень просто. Если у нас будет присвоение этих данных не через в структуре самой происходить, то есть не структура сама себя будет менять данные, а что происходит? Что там взламывают какие-то страшные вещи в логах? Что это такое? Закрой его. Страшно. Что я говорил? Так вот, у нас эта структура сама данные сама себя меняет. А если бы не она сама себя меняла, там бы можно было бы сразу там сделать мультикаст и все, какой-нибудь метод. Но в структуре я-то не могу сделать метод на этот мультикаст.
вот тут начинаются проблемы. Тут начинаются проблемы, большие проблемы. Большие проблемы начинаются. Так вот, а что если вот этот сеттер, который был, передать туда? Еще есть вариант. А ну давай, все. Сервер. Все, делаем сервер. Вот сюда вот делаем Tower State. State. Ой, ёпта, не сюда. Вот эту вот часть делаем. Он клик, вот эту мы делаем часть. Он принимает Tower State equal пустоте. Подожди, пустоте это, конечно, здорово, но сам Tower State мы как-то можем проверить. Tower State, что он как бы пустой, не пустой. Вот Tower Master можно достать, хорошо. Мастер, мы Tower Master сделали. И тут очень внимательно надо следить. Сейчас будет магия происходить. Впечатлительным отвернуться. Надо отвернуться впечатлительным. Вот, впечатлительным отвернуться надо. И вот тут мы берем и передаем Tower State. Слушай, ну это такая порнография, это прям ужас. А если это действительно еще и так и надо, то это X2 порнография. Мне вообще этот момент не нравится. Что-то мне этот момент вообще не нравится. Слышали, звук какой-то был непонятный. Так, ну, во-первых, ничего не работает. Но зато не показывает. Здорово. Вот ничего не сработало, там не поменял. Там нифига не видно, надо весь экран открывать. Давай. Виджет не стригерился. Все равно нулевые параметры у него. Нет, мультикаст нет. А как у него могут быть нулевые параметры, если он не нулевые параметры? Что за приколы? Что такое? Вот он, Tower State. Передал Tower State именно. Блин, он сейчас лишнее будет. Не, он не будет лишних. Не, он будет лишнюю сейчас хватать. Стригернется. Стригернется. Вот. Блин. Стой. Вот. Нас интересует вот это. Что у нас здесь? Tower State. Вот. Upgrade Damage 1. То есть новые данные вот залетают 1.
Вот, спустя время, заметили, сколько прошло? 680 миллисекунд. Вот он, Tower State залетает. Что в этом Tower State? 1. То есть, как бы, все окей. А сам Тавер у нас не 0-поинтер. То есть, если true, то есть не 0-поинтер, залетел. В нашем случае это не 0-поинтер, вот он Тавер со всеми приколами. Он передает туда Тавер этот. Мы делаем F11. F10. Один, все правильно. Он его назначил. Ну, потому что в прошлый раз там вообще 0 было. Так. Damage Max. Это бордеры нас не интересуют. Подожди. Это бордер он обновляет. А где он данные обновляет с этого? Циферки. Подожди, я все время не тот трогал. Подожди. Что-то я не понял. Тяжело. Тяжело, очень тяжело. Ну, инкристат здесь именно стат. Инкристится здесь ничего нет у нас. Это мультикаст, это все понятно. Что касается... А нет мультикаст тогда и не нужен. Нет, нужен. Сразу можно. Подожди. Ничего непонятно. Не, ну вот же он, да, вот он и должен вызывать его. Init пошел. Да, init пошел. Tower State, вот он. Toggle Active Border. Но это он бордера передрачивает. А нам-то наш, он как бы циферки изменил. А где он циферки меняет? Так, Native Construct нас не интересует. Toggle Active Border. Что он здесь делает? Только эти драконят, все. Он Tower Button кликет. Tower BSD. Executive Bound. Но это и то, что мы кликнули, нас это не интересует. А, это баттоны. Текст где?
Это триггер именно, это же не то. А триггер у нас конкретно там передрачивает его в плане того, чтобы дернуть его. Это не то. Ну да, не, подожди, давай. Триггер, tire point и триггер. Upgrade tooltip cost. Триггер fail аним, но это он аним запускает. Кто запускает toggle tooltip? И кто? Toggle tooltip. Где ты запускаешься? Executive bound, tire button widget. Не, мне же подписчики, вот он, bind object, он toggle tooltip. При наведении. RBSD. Айтем. А что такое айтем? Это баттон его этого. То есть он toggle tooltip подписывает. Вот он. Toggle tooltip. Вот это вот очень интересно. А почему это работает? Тут вопрос такой. Почему это работает? Ибо это не должно работать. Toggle tooltip, потому что мы должны его вызывать тогда были и в этом. Это скрыто. Мы его больше нигде не вызываем. Tire button widget только. Это единственное место, где мы его делаем. Бред. Я вспомнил, почему это работает. Да, это, конечно, уровень. Потому что он его туда-сюда передрачивает. Поэтому это и работает. Так как он создает новый, в данном случае, то есть мы открываем
как вот тут вот мы нажимаем, и он-то нам новый создает. Все показания. Вот когда мы нажимаем, он создает новый, и типа, мол, и сразу же его, типа, тот не успевает, короче, закончится, он новый переинициализирует. И получается, что он сразу отображает. А вот здесь этого не происходит. Он его не туда-сюда не передрачивает. Поэтому он его и не обновил. Почему он его туда-сюда не передрачивает? Он его перестал передрачивать туда-сюда. А ну давай вернем этот репликейт. Это странная фигня, он нафиг не нужен, но давай вернем его, посмотрим, закончится. Сейчас проверим этот момент, и все, на сегодня хватит. Что-то тяжело получилось, как-то душно что-то. Прям задушил меня Unreal сегодня. Прям вообще. Давай, вжух. Тяжело. Да, Тяжело. не то слово. Ну да, это все фигня. Нам не надо этот самый. Нам не нужен этот, как его, репликейт. Здесь нафиг. Это все фигня. Вообще, по-хорошему, надо допереть, как сделать, чтобы удалить потом нафиг. То есть, в самой инициализации как-то для этого... Короче, чтобы он у каждого плеера поудалялся, этот компонент, что он не нужен. Вот. Мы дофига всего очистим, так как виджет компонента, она же весит дофига. Ну, относительно... Все относительно, сколько весит виджет компонент. 1920 байтов. Представляете, а их там сколько? Их там под сотню может этих башенок быть. Ну ладно, под сотню. Ну да, под сотню может быть. Может быть, а почему, собственно, нет? Он 19, почти 2 мегабайта. Почти 2 мегабайта. Так, пам. Подожди, какие 2 мегабайта? Подожди, какие 2 мегабайта? 2 килобайта. 20 килобайт. 200 килобайт. 200 килобайт почти. Так, пау. И все, 200 килобайт очистили. Вот так вот, как с куста. Ну и плюс логика, которая она что выполняет какую-то логику. Как не будет выполнять. Заглянул на стримец и сразу духота пошла. Да нет, духота она с самого начала. А одним бюджетом никак. Что значит одним виджетом? Что значит одним виджетом? Духота, она с самого начала пошла, там все с самого начала пошел прикол. Я там саунды начал делать, там датасы, там, короче, такая жесть. Потом вот это тут нашел проблему, то, что оно не отображается. Оно сломалось, понимаешь, оно работало. Я потом что-то сделал, и оно перестало работать. Вот ты пересоздаешь зачем? Может, я не совсем просто концепт понял. Эту фигню я пересоздаю зачем? Я ее не то что пересоздаю, просто я вызываю метод, который делает ее скрывание. Он ее скрывает, и за счет того, что он ее скрывает и открывает потом, происходит вот эта вот фигня.
точнее, триггерится вот это обновление. То есть можно его не скрывать и обновление самому как-то сделать. У нас-то есть доступ к вот этому таверпоинту. Не, мне, пожалуйста, header файл. Мы-то можем вынести вот эту вот часть toggle tooltip в паблик. И принять эти все. У нас это все есть. Это все у нас есть. Но... В принципе, и здесь это можно сделать. Не закрывать его. Правда, вот этот товарищ его закроет. Правда, этот товарищ его закроет. Здесь. В любом случае надо закрывать. Ну, как эта штука называется? Тавер. Toggle tooltip. У него доступ есть. Что он хочет? Правда, он это на сервере все сделает. Понимаешь, в чем смысл? Он это все на сервере сейчас зашлепает. Все очень некрасиво, но... Давай вот так сделаем. Так сделаем. Потом вот здесь трум. А вот здесь... Всем пока, я домой. Давай. Мне надо бежать. Давай, удачи. А у Таверстейта нету, да? Тавердея. Я твою душу любил. Ничего у него нету. Это через Тавер. Обращаться к Таверу. Только у него есть Тавер 9, ты понял, да? Может здесь его вызов сделать, то есть сделать здесь просто перенести местами его вот это обновление, где он делает, и может это сработает. Немножко в других местах, то есть не при наведении, когда, а при самом виджете, то есть tooltip уже назначен. А нам, tooltip назначен. Какой tooltip? Мы же не знаем, что там за башня. Куда мы знаем, что там за башня? Мы же не знаем, какая именно, ну, какой именно апгрейд там, то есть мы же не понимаем, какой именно там tooltip. Не-не-не. Здесь это не подойдет. В общем, надо думать, что-то думать. Надо, где именно обновлять вот это вот, как, короче, как... Ну, все хорошо было, работало, когда он туда-сюда его вздрачивает, и все окей. Я не понимаю, почему он его не вздрачивает. В общем, что раньше он его вздрачивал. Сейчас не вздрачивает. Так, верни это на место. Ладно, все, на сегодня заканчиваем. Тяжело было, очень тяжело, прям душило все, Что ж, да, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка, отгадайте где. Правильно, в описании. И всем пока. Пока-пока.